Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои любимые. Итак, тема сегодняшнего расклада – моя личная жизнь в ближайший месяц, да? Ну да, в течение месяца посмотрим. Это получается, когда вы открываете расклад, на месяц, 30 дней произойдут эти события, независимо от того, когда вы его открыли. Итак, работает с нами сегодня 3 колоды. Таро это 78 дверей и колода Таро Светлого Провидца. Выбирайте, определяйтесь, даю вам секунду для выбора варианта. Ну что, я думаю, что все сделали свой выбор. Мы можем приступить к прочтению первой позиции. Кто не успел, просто поставьте видео на паузу и выбирайте в более спокойной для вас обстановке. А мы не будем терять эфирное время. Итак, единички. Здравствуйте, приветствую вас. Давайте посмотрим. Не забываем про обратную связь. Для меня это очень важно. И, конечно же, большое вам спасибо за ваши донаты, за ваши теплые комментарии. Я вас очень сердечно благодарю за это. Итак, смотрим, кому подойдет первый вариант. Для начала, что сейчас у вас происходит в личной жизни? Ничего хорошего, да? Обрадовала с первых слов, да? Ну что, кому-то не доверяете, может быть, нет партнера, на кого можно обратить внимание. Вы вообще-то готовы, вы готовы к построению семьи, и к тому, чтобы завязать отношения, для того, чтобы и открыться, и раскрыться. Но дело в том, то ли что люди, которые окружают вас, не дают вам возможности это сделать, или же человек, с которым у вас на данный момент отношения, не вызывает доверия. Поэтому вы не торопите события, или же он не действует. То есть он может говорить, он может вам что-то предлагать, но при этом он совершенно ничего не делает. Кстати, здесь еще может быть возвращенец, то есть бывший, который после какой-то паузы вернулся. Но дело в том, что, кстати, вы кармические. Вы очень кармические, но по пятерке пентаклей это не совсем позитивная карта. Это когда сначала нужно преодолеть кучу препятствий, только потом, возможно, да, обрести счастье. Если женщина будет уверена. Если женщина будет стоять на своем и не уступит, и не поддастся некому соблазну. Еще что здесь у вас в личной? Ой, яркая женщина меня смотрит, красивая королева жезлов. Не обязательно, чтобы огненная энергия, хотя вполне возможно вы у меня Овен, Лев, Стрелец по Солнцу или по Асценденту. Но вообще говорится о том, что вы привлекательная, вы обладаете некой такой энергетикой. Ну, у меня тут ведьмочка смотрит, да, когда вы считываете людей. Здесь четко видно, что вы можете управлять своей энергетикой, и если вам что-то не нравится, вы можете все поставить на паузу. То есть такая принципиальная. Еще что у вас? Ну да, умеете себя защищать. Может быть, раньше вам это не удавалось, но в данный момент, вот сейчас на данный момент четко понимаете, что все, что вас разрушает или тревожит, или вызывает беспокойство, может просто исчезнуть из вашей жизни, и вы уж точно не будете с разбитым сердцем. Почему? Да потому что вы поймете, что на место плохому придет всегда что-то хорошее. Поэтому в данный момент я вижу, есть некая неуверенность, есть ситуация, на которую вы обращаете внимание, но слишком уж прям в ней вы не растворяетесь. Кубковая масть, девятка кубков, королева жезлов говорит о том, что я должна чувствовать себя счастливой. Только в этом случае я дам возможность человеку войти в мою жизнь. Итак, давайте смотреть ваша личная жизнь в ближайший месяц. Если вы себя узнали, смотрим дальше. Если вы вообще понимаете, что это не ваша позиция, перезагадайте. Перезагадайте, или же подождите, переждите, когда этот расклад выйдет еще раз на ту же тему. Так, смотрим ваша личная жизнь в ближайший месяц. Ну, честно скажу, здесь придется взять паузу для того, чтобы добиться своего. Ну, то есть не торопить события, не терять голову. Вот то, что вы сейчас и делаете. Эта позиция очень похожа именно на то состояние, в котором вы сейчас находитесь. Да? Для того, чтобы отстоять желаемое, для того, чтобы развивать отношения на тех условиях, которые важны вам, вам нужно просто
занять позицию ожидания. Еще здесь очень интересная ситуация, связанная с конкуренцией в вашу сторону. То есть у вас может появиться еще один вариант, на кого обратить внимание, вы встанете перед выбором. Так, ну-ка давайте, с чем связана эта конкуренция? Мгм. Интересно, интересно. Тут может проиграться еще один персонаж, о котором вы даже не думаете, ситуация закрыта. Ну да, я вижу, что здесь прям конкретно выбор почему-то. А кто кого выбирает? Король жезлов. Так, ну я же говорю, двое мужчин. Девочки, здесь двое мужчин. Я еще думала все-таки, может быть, мужчина у нас занят, но нет. Вам вообще наплевать на то, что там кто-то занят, не занят. Здесь конкретно у вас появляется два персонажа, которые будут бороться за ваше сердце, которые будут отстаивать право на то, чтобы быть рядом с вами. Один король жезлов, и для многих это может проиграться новое знакомство, а для других может проиграться, что это человек, который пришел с новым каким-то предложением. И второй король мечей, от которого вы ждете какое-то принятие решений, каких-то действий. Но вот смотрите, король жезлов у нас тут конкретно с действиями выпадает, а здесь вы в ожидании действий, да, от мужчины. То есть мужчина как будто бы не может определиться, нужны ли ему отношения, не нужны ли ему отношения, хочет ли он с вами что-то, не хочет, готов, не готов, потянет, не потянет. Ну, бывает такое, вроде бы, знаете, когда мужчину впускаешь в свою жизнь на легкости, то он бежит, сломя голову, волосы назад. Но как только ты ему ставишь какие-то условия или конкретно даешь некие задачи, вот тогда он начинает думать, включать голову, да. Поэтому вот здесь один персонаж, он включил голову. Почему? Потому что женщина непростая, здесь жрица, здесь женщина мудрая, и она не уступит, как говорится, своего. Хорошо, король жезлов, чем ты идешь? Приятные события, какие-то новые возможности, выход из тупиковой ситуации, который даст вам возможность увидеть свет в конце туннеля. Посмотрите, человек вообще-то готов дать вам статус королевы Пентакли, как-то прояснить ситуацию. Ну и что? Что? Ну да, сразу с каким-то предложением прям. Угу. Но здесь действия, решения каких-то. Вы знаете, вот этот король жезлов, он даст вам возможность оставить какие-то проблемы позади, выйти из состояния недоверия, сомнения, переживаний. Почему? Да потому что есть кто-то, кто заставляет вас находиться то ли в качелях, да, вот она двойственность, то ли, вы знаете, близко дальше, может быть, хитрит, манипулирует, да, и вот этот мужчина, он избавит вас от этого. Он даст вам возможность посмотреть на отношения по-другому, то есть как они могут развиваться, что мужчина делает, когда ему женщина интересна, как он в нее вкладывается, как он готов за нее бороться и так далее. То есть мужчина тут сразу предлагает вам конкретные перспективы на будущее. Еще с чем ты идешь? Ну да, вы прям парочкой здесь выпадаете. И вы знаете, вот отношения с королем жезлов будут намного ярче, чем, может быть, другие. Ну ладно, хорошо, здесь праздник, здесь успех, здесь совместное проживание, здесь наполнение. То есть человек вас будет наполнять энергетически. Хорошо, король мечей. Ты, извиняюсь. С чем? Это из прошлого дьявол, девчонки. Соблазнитель, искуситель. Вот, по-моему, вы о нем и думаете сейчас. Смотрите, человек, который к вам очень привязан, человек из прошлого, возвращенец явно. Ну, то есть была уже история, когда-то ошибся, оступился, теперь пытается вернуть. Но делает он это как-то по-детски. Что он хочет вам дать? Мечты. Хитрит, между прочим. Мечты о какой-то стабильности, о том, что он изменит вашу судьбу, о том, что вы выйдете из одиночества, и вы сможете, ну, в реальности хорошо. Мечты ты даешь, семерка кубков говорит о том, что соблазняет как может. И паш мечей, вот честно скажу, да, это человек такой хитрец. То есть он может пойти на любые какие-то действия для того, чтобы добиться желаемого. А что ты ей в реальности дашь? Ну, он манипулятор. Хм.
Но вы знаете, честно могу сказать, до брака, конечно, вы здесь не дойдете. Здесь мужчина так и не созреет для серьезных отношений, он так и не сможет взять на себя ответственность. Почему? Потому что он у нас вот как только добивается своего, он тут же у нас переобувается, и все, он получил свое, забрал свои мечи и пошел. Поэтому, девочки, будьте осторожны, вы встанете перед выбором между двумя мужчинами, и один будет очень яркий, активный и будет предлагать вам что-то серьезное, но дело в том, что здесь и второй будет очень активен и будет рассказывать вам сказки о счастливом будущем, в котором вы можете оказаться. И это счастливое будущее, скорее всего, будет только в его мыслях и обещаниях. То есть много слов по умеренности. Вы или до этого счастливого будущего будете идти бесконечность, да, постоянно переживать, страдать, или же на самом деле, да, человек просто потом сольется, а здесь справедливость. Девочки, у вас идет один мужчина для брака, второй идет для того, чтобы морочить вам голову. Поэтому будьте осторожны, не теряем эту голову, она вам пригодится в выборе и в принятии решения. Так что вот такой у вас интересный событийный поток на ближайший месяц. Так что удачи вам, всего вам самого хорошего. Не бойтесь потерять мужчину, если вы не уверены в нем. Поставьте, может быть, отношения на паузу, возьмите время, подумайте. Почему? Потому что у вас в ближайшем времени появится второй персонаж. И вот тогда и будете выбирать. Так, ставим лайки, а мы переходим к двоечкам. Двоечки мои прекрасные, здравствуйте. Тема расклада «Моя личная жизнь в ближайший месяц». Расклад актуален на момент его открытия. То есть как только открыли, так сразу вот отсчитываем 30 дней и смотрим, что произойдет. Не забываем про лайки, не забываем подписываться. У меня на YouTube еще два канала на TikTok. Все ссылочки внизу под видео. Так, смотрим. И Telegram, кстати, куда я транслирую некоторые видео. Так, смотрим, смотрите, ну что здесь у нас? А у нас здесь ситуация непростая. Что у вас сейчас в личной жизни? Хочу замуж, хочу изменить судьбу, хочу на самом деле уже конкретики, четкости, стабильности. А есть с кем? Приятные события, есть какие-то знакомства, но пока что-то приехал, уехал по колеснице. Все приходящее, уходящее, легкие отношения, ничего серьезного нет. Кармические партнеры, ничего серьезного, какие-то пажики, колесницы, это, знаете, все время в пути, это вот как-то мимолетные какие-то знакомства. Это то, что не принесет вам удовлетворения и не приносило. В прошлом и в будущем то же самое. Поэтому вы четко осознаете и готовы к новым свершениям. Ждете нового партнера, ждете новые отношения. Что еще в вашей жизни? Женщина яркая, красивая, но хочется любви. Хочется любви, хочется спокойствия, уже устала все на себе тащить, все сама решать. То есть у вас нет мужчины, на которого вы бы могли переложить ответственность. Ну или с которым вы бы могли почувствовать себя женщиной. То есть вам очень важно быть королевой кубка, королевой жезлов. Радоваться, наслаждаться, получать удовольствие, получать удовлетворение от жизни. Но пока у вас шестерки, это кармические уроки. И вроде бы вы уже понимаете, что вам нужно сделать для того, чтобы встретить партнера. И готовы применить знания, между прочим, на практике. На практике. Ну, давайте посмотрим. То есть здесь уже шишки набили, как говорится, ошибок совершили, умеете исправлять. Теперь только нужно найти товарища, на ком проэкспериментировать свой опыт, да? Ладно, смотрим дальше, смотрим. 78 дверей расскажет нам о вашей личной жизни в ближайший месяц. Что произойдет? Королева Пентаклей. Ух ты! Ну что здесь? Король, королева Пентаклей. Явно у вас тут будет пара, с кем-то вы здесь явно будете встречаться. И, между прочим, не просто встречаться, строить планы на будущее. Здесь прям пара выпадает. Вот вы. Хорошо, что здесь? Угу.
Страх перемен, страх ошибиться, а вдруг очередной, да, ловелас, а вдруг очередной пажик. Нет, это новое знакомство, кстати, вы его не знаете, этого человека вы никогда не встречали, и честно, когда вы встретите, вы поймете, что вы не просто так встретились. Знакомство будет ярким, и знакомство будет достаточно такое эмоциональное. То есть вот знаете, когда увидела человека и думаешь, ой, вот с ним мои все мечты сбудутся. Но дело в том, что мы закрываем эти мечты, фантазии двумя мечевыми картами. А что это? Это наши мысли, которые не дают нам покоя, да. А вот в прошлом я ошиблась, я вот опять, да, там кому-то доверилась, кому-то поверила, теперь боюсь. Вам будет тяжело от этого, хотя человек будет вам нравиться. Знакомство будет, но будете присматриваться, приглядываться, будете как-то анализировать ситуацию. Для чего пришел мужчина? Ну, новый. Для чего пришел мужчина в вашу жизнь? Чтобы стать вашим императором, вы для пары идете. Во-первых, он вас избавит от страха, от сомнений, от того, что вас тревожило, и покажет вообще, как мужчина должен развивать отношения, чтобы женщина чувствовала себя императрицей, королевой Пентакли. Ну, то есть тут прям конкретно судьбоносная пара. И, между прочим, человек вас научит вообще строить здоровые отношения. Это, знаете, когда вы понимаете, что вам нужно делать, когда отношения здоровые. То есть это когда женщина не замалчивает о своих желаниях, когда женщина не боится сказать о том, что ее что-то не устраивает, когда женщина может поставить условия, когда она может попросить мужчину, когда она ему четко может сказать о том, какие у нее есть проблемы и что их нужно решить. То есть она конкретно ждет от мужчины поддержки, и мужчина здесь будет активно в этом участвовать. Вы прям для пары, вот смотрите, пара для брака. Еще здесь есть одна трактовка, она подойдет тем людям, у кого уже есть семья. Ну, например, у вас брачные отношения, в последнее время у вас был кризис в отношениях, когда вы очень сильно переживали и уже не верили в то, а вернутся ли эти отношения, восстановятся, есть ли возможность как-то, знаете, продолжить эти отношения. Вот в течение месяца вы разрешите этот конфликт. В течение месяца вы поймете вообще, в принципе, да, кто вы друг для друга, что мешало развитию ваших отношений, и найдете возможность помириться, наладить. И, между прочим, у кого-то может быть долгожданная беременность. Но если для вас это актуально. Ой, у вас в личной жизни семья, мужчина для семьи, решение, возможность решить проблемы, про которые я вам только что сказала, выйти из лабиринта, принять решение, помириться, добиться желаемого. Кстати, если мужчина новый, то он к вам идет для брака, вы это сразу поймете. Мужчина будет действовать очень быстро, он сразу вам даст возможность понять, для чего он пришел. И, кстати, между прочим, здесь вы поймете, что он вам дарит счастье. Мужчина будет признаваться вам в любви и доказывать это поступками. Не просто какими-то, да, там, обещаниями, а поступками, действиями. Он как-то сразу, да, все берет на себя как-то. А как будут развиваться? Как вы познакомитесь? Но я говорю по судьбе. Не хочу ничего больше выкладывать. Это судьбоносное знакомство для счастливого будущего. То есть это то, что дарит вам возможность выйти из застоя. Это может произойти неожиданно, прям вот на улице столкнулись или обратились к кому-то, да. То есть вы будете не готовы к знакомству. Для вас это будет ситуация, может быть, даже непривычная, но этот человек будет судьбоносный. Это когда вот столкнули лбами, все, идете в ЗАГС. Ну что, больше ничего выкладывать не буду. Здесь в течение месяца вас ждет прекрасная любовь, отношения и будущее с этим человеком. У кого были кризисные ситуации, вы помиритесь и наладите ваши отношения. Ставим лайки, пишем комментарии, не забываем подписываться на телеграм-канал. Так, смотрим дальше. Моя личная жизнь в течение месяца. Давайте посмотрим. Расклад актуален на момент его открытия. То есть неважно, когда вы его смотрите. Запрос был по просьбе одной моей клиентки.
Я все читаю, на все обращаю внимание и постепенно исполняю ваши желания. Как добрая фея. Так, смотрим, что сейчас в вашей жизни, что сейчас в вашей жизни происходит. Так, ну, у вас есть знакомство, у вас есть мужчина, у вас отношения развиваются. Здесь королева Пентаклей, женщина земного знака зодиака, телец, дева, козерог по солнцу или по асценденту. А что еще? Вы уверены, что ваши отношения серьезные, что здесь есть перспектива, туз Пентаклей– это шанс, в который вы готовы вкладываться. У вас отношения есть, и вы в них чувствуете себя комфортно. Да, да, да. Здесь и страсть, здесь и возможность. Это духовные отношения. Я не знаю, зачем вы смотрите, все хорошо у вас. Планы на будущее строите, мечты исполняете. Шикарные карты. Даже не буду их заложить в колоду, хочу посмотреть, что вас ждет в личной жизни в течение месяца. У вас есть мужчина, вы с ним сейчас находитесь. Здесь единственное, что или вы ждете предложения руки и сердца, когда вы поженитесь, да, то есть туз жезлов и иерофант. Вроде как встречаемся-то давно уже, пора бы переводить на новый уровень, а пока как бы мужчина молчит об этом. Может быть, и готовите серьезный разговор по этому поводу, то есть уже хотелось бы стать женой, уже бы хотелось как бы понять, в каком я статусе и так далее. Вот единственное, что вас может сейчас, ну, даже не тревожить. Даже не тревожить. Вы знаете, что рано или поздно вы к этому придете, но просто вам интересно, когда же это будет. Хотелось бы побыстрее, возможно. Ладно, что вас ждет в личной жизни в течение месяца? Не буду даже выкладывать. Любовь, император, мужчина вас любит очень сильно. Мужчина без вас жить не может, девочки. Любит, готов исполнять все свои мечты, ой, ваши мечты. Смотрите, если вы хотите в брак, если вы хотите, например, оформить ваши отношения, скажите ему прямо. Почему? Потому что он считает, что вас и так все устраивает, вы по судьбе, у вас любовь-морковь, вы пара, которая создана друг для друга. И, кстати, здесь мужчина может устроить вам какой-то праздник в ближайшее время, он может для вас что-то сделать приятное, что вас порадует. Но я честно могу сказать, если хотите, чтобы он стал вашим мужем, просто намекните ему, скажите, ну, слушай, а не пора ли? Почему? Потому что он может не догадываться. Здесь мужчина не эмпат. Ну, то есть он такой прямолинейный, ему надо все в лоб говорить. Некоторые вещи он вообще не замечает. Ну, спокойный как танк. Кстати, третий вариант. Спокойный как танк. Вообще. Ну, и вот, конечно же, это спокойствие он принимает за то, что, в принципе, и вы такая же спокойная, вам больше ничего не нужно, потому что он и так все делает для вас. Вот видите, я все для нее делаю, ну, и даже может и не догадываться, что вам нужно что-то больше. Кстати, если у вас мужчина на расстоянии сейчас, ну, например, уехал, вернется в течение месяца, тут дорога, или вы к нему, или он к вам. Мгм. Скажите, что вы хотите перемен. Честно говорю, не потому, что он не хочет вам делать предложение, потому что он считает, что вас и так все устраивает. Да, у вас хорошие отношения, очень. Вот просто поговорите или скажите, что вас тревожит. Не замалчивайте. Вообще вот здесь совет по поводу этих отношений. Так как мужчина у нас, скорее всего, трудоголик, и по иерофанту слишком много на него ответственности, ой, господи, не по иерофанту, а по императору, господи, забыла слово. Он может уходить в работу с головой, полностью в ней находиться, и очень часто упускает, может быть, там перемена настроения женщины или когда ее что-то не устраивает, или она чем-то обижена. Вот здесь просто надо ему говорить: по пажу, донесите до него, потому что мужчина вас любит, он готов вкладываться, он готов меняться. И он, кстати, готов делать то, что для вас будет именно наслаждением, счастьем, удовлетворением. Ему не нравится, когда вы, например, чем-то недовольны, но он не всегда может догадаться именно чем.
Поэтому здесь нужно просто говорить, а так отношения будут развиваться, отношения будут счастливые, отношения, которые принесут вам радость обоим. И я вижу, что вы созданы друг для друга. Вы как шанс на развитие, на создание. И по иерофанту, между прочим, он не прочь бы жениться на вас. Поэтому здесь я не вижу причины переживать, волноваться и так далее. Хорошо, вам совет, просто совет. Хотя карты и так сказали уже. Ну, не переживайте по умеренности. Ой, не накручивайте себя, говорить надо. О ваших планах, что хотите изменить, что хотите поменять. Говорите, не надо держать их в себя по отшельнику. Почему? Потому что здесь иногда бывает, что вы держите внутри себя какую-то обиду, а потом, когда у вас терпение лопается, вы высказываете. И получается это в конфликтной форме. А вам надо спокойно просто доносить. Доносить, не обижаться на человека, потому что, честно говорю, ну не догоняет он некоторых ситуаций, хотя мужчина здесь прекрасный, хороший мужчина. Если у вас там какой-то вообще непонятный персонаж, это не ваша позиция. Здесь третий вариант сегодня. К вам чистый человек пришел, духовно развитый, спокойный, умиротворенный, человек, который готов что-то делать, бороться, вкладываться, не отказывается от того, что делает. Он даже может, знаете, долго не говорить, но если он сказал, он это обязательно выполнит. Поэтому здесь живите, радуйтесь. И просто нужно чуть-чуть больше разговаривать. Удачи вам! Пусть будет в вашей жизни любовь и счастье. Всего вам самого хорошего.